Всем привет, с вами Трейд. Я уже разобрал множество трансформаций симбиотов, и в частности трансформации Венома в играх. А сейчас пришло время взглянуть на фильмы, где подобных моментов набралось особенно много, и в этот раз будет рассмотрен каждый из них. Поехали! Начну с фильма «Человек-паук 3. Враг в отражении», вышедшего в 2007 году. Тут носителями симбиота стали и Питер Паркер, и Эдди Брок. Трансформация черного костюма Человека-паука можете посмотреть в моем другом видео. А сейчас перейдем сразу к финальному хозяину, который получил тот самый монструозный образ. В момент, когда Питер Паркер снимал нежеланный костюм, в церкви как раз находился Эдди Брок, который тут же и стал следующей жертвой симбиота. Не понимая, что происходит, репортер попытался избавиться от подозрительной субстанции, но она все же захватила его полностью. Далее Веном отправился на встречу с Песочным Человеком, чтобы заручиться его поддержкой для сражения с Паутинником. Я все о тебе знаю. Даже то, что Человек-паук не дает тебе помочь дочке. Что здесь, что в дальнейшем бою в трансформациях Брок просто открывал или закрывал свое лицо. Объединимся и не оставим ему шансов. Ты согласен? Эй, Паркер! Не рань того, кого не можешь убить. Интересно, что в статичных сценах графика почти не применялась, и именно такой костюм с гримом носил актер Тофер Грейс на съемках фильма. Я хочу быть плохим. Мне это очень нравится. Заключительная трансформация связана с избавлением от симбиота. На этот раз Питер Паркер воспользовался полученным ранее опытом, чтобы отсоединить Эдди Брока от Венома. Спайди окружил злодея железными трубами и поразил мощными звуковыми ударами, после чего оставил симбиота без носителя. Любопытно, что здесь Веном даже смог функционировать в таком состоянии, но Паук быстро догадался, как его можно уничтожить. Правда, в последний момент Брок решил присоединиться к инопланетному существу. Спустя 11 лет, в 2018 году, вышел сольный фильм про Венома, который уже целиком и полностью был посвящен симбиотам и, соответственно, продемонстрировал множество трансформаций. Эта история не включала Человека-паука, и поэтому недавно прибывший на Землю Веном после одного неудачного союза сразу перешел на Эдди Брока. Во время слияния Желчный обошелся без превращения и затем еще долго не выходил в свет, ограничиваясь легкими проявлениями. В квартире он показал себя, когда Эдди посмотрел в зеркало. Эдди. Позже Брок оказался в больнице, где его организм подвергся магнитно-резонансной томографии, из-за которой он испытал сильнейшие мучения и наглядно продемонстрировал связь с посторонним существом. А вернувшись домой, Эдди стал испытывать дискомфорт из-за громких звуков из соседней квартиры, поэтому смертоносцу пришлось немного припугнуть неугомонного соседа. Пошел ты! Потом герой вновь лишь частями превращался в Венома, чтобы одолеть наемников Карлтона Дрейка. Чаще всего преобразованию подвергались руки, либо в симбиотические щупальца, либо в монструозные лапы. Аналогичное действие персонаж проделал и с ногой. Следом Эдди совершил еще несколько трансформаций, когда выпрыгнул из дома и пытался защититься от пуль. Также и во время погони от врагов на мотоцикле Веном неоднократно выручил Брока. Он трансформировал руки, чтобы взять управление на себя, и в процессе движения активно применял симбиотические щупальца и другие приспособления. Лучше черти! Помогай! А вот следующая трансформация наконец-то привела к полноценному образу Черной Смерти. После погони Эдди Брок попал в аварию и получил множество травм. В таком случае симбиот уже не мог оставаться в тени и все-таки превратился в монстра, попутно восстановив повреждения носителя.
В этом фильме главный герой постоянно чередует свои образы, поэтому логично, что за каждой трансформацией Венома следует обратное превращение в человека. Так, после сражения с плохишами смертоносец прыгнул в воду, а вылезая, трансформировался в Брока. Еще в этой интерпретации весьма интересен метод общения симбиота с Эдди. Порой Веном буквально показывает свою голову, чтобы поговорить лицом к лицу. Такой способ был показан и в данном фильме, и несколько раз в следующем. Убери от меня свои культяпки! Даже не смей! А я рискну. Куда ты делся? Дэн, всего тебе хорошего. Хотя мы бы и сами справились с этими психами. Спасибо за отличный отдых. Возвращаясь к первой картине, стоит заметить, что иногда превращения могут происходить и за кадром, как, например, в сцене со взбиранием Венома на небоскреб. Так нам наверх? Сказал бы сразу. Здесь же вновь подтвердилось, какая слабость имеется у симбиота. При приближении самолета и, соответственно, при возникновении звуковых колебаний он спрятался внутри носителя. И снова здравствуйте. А следом после очередной закадровой трансформации Веном запрыгнул в окно здания и тут уже обратился в Эдди по собственной воле. Что опять? Спустившись, Брок встретил на своем пути целый отряд спецназа и, поняв, что разговором ситуацию не разрешить, он призвал своего симбиота. Маски! Есть! Мое дело предупредить. Маска! Это что? Далее Веном разобрался со всеми солдатами и, увидев свою бывшую девушку Энн Уэйнг, снова принял человеческий облик. Энни! Энни, стой! Что это Нет, еще стой! за чёртова Нет, хрень? это не я! Позже в больнице Эдди получил неутешительные новости о состоянии здоровья, но Веном с этим не согласился и проявил агрессию к доктору. У нас мало. Валим отсюда. Так что Энн была вынуждена включить томограф, из-за чего симбиот и Брок разъединились. Веному срочно требовался новый носитель, поэтому он слился с собакой, а затем переключился на саму Энн Уэйнг, и вместе они отправились спасать Эдди. Потом нас ждала самая необычная трансформация Венома. Находясь в теле девушки, персонаж поцеловался с Броком и постепенно перешел на его организм. Затем герой продемонстрировал сразу несколько трансформаций подряд. Но не сегодня. Вот черт, куда ты сорвался? Энни осталась одна. Говори, почему передумал? Следом Веном вступил в бой с другим представителем своей расы, Райетом, но сил героя оказалось недостаточно. Дошло даже до того, что противник вручную отделил симбиота от Эдди. Рэй, хватит! Но разлука героев продлилась недолго, и они снова воссоединились. Далее персонажи потеряли постоянные формы и сражались в виде хаотичных масс, в результате чего победу одержал Райет и поглотил соперников, превратившись в одного устрашающего монстра. К счастью, в таком образе Райет просуществовал недолго, ведь вскоре Энн Уэйнг включила динамики, что помогло остановить врага. Сначала симбиоты отделились друг от друга, а потом и от своих носителей. Увы, Райет подоспел к Дрейку намного быстрее, проткнул Эдди симбиотическим лезвием и оставил умирать. Но Веном не забыл про своего хозяина и наполз на его тело, восстановив рану и вернувшись в былую форму. В итоге Желчный все-таки сорвал злодейские планы, взорвав космический корабль. Как известно, у симбиотов есть две основные уязвимости – к звуку и огню. Применение первого уже показывали много раз, а вот второе встречается нечасто. Смертоносец попал под шквал огня, напоследок защитив Эдди Брока симбиотическим парашютом. Прощай, Эдди.
Однако, разумеется, Веном выжил и продолжил совместную жизнь с Эдди. В финальной сцене фильма носитель объяснял симбиоту, каких людей можно есть, и, зайдя в магазин, как раз наткнулся на одного плохого парня. Немного поговорив с преступником, монстр произнес свою фирменную фразу, показав часть лица Брока. Что же ты такое? Веном. А после трапезы герой перевоплотился обратно. Продолжение приключений Венома вышло уже в 2021 году и представило еще больше всевозможных трансформаций. По сюжету фильма Эдди Брок пытался разоблачить маньяка Клетуса Кэссиди, используя рисунки на стенах его камеры. А Веном помог журналисту понять, что к чему, взяв дело в свои руки. В данной киноленте между Эдди Броком и симбиотом стал разрастаться конфликт по причине того, что носитель не разрешал есть мозги людей. Желчному это не нравилось, и в ходе одного диалога он провернул необычный прием, вытолкнув Брока из себя. Это же глупо, именно... Черт, реально подлый приемчик. Далее герои устроили небольшую прогулку, которая завершилась звонком от Энн. В данный момент симбиот слез с Брока, чтобы тот взял трубку. Это Энн! Девушка позвала Эдди навстречу, но ее результат оказался неутешительным и поставил крест на возобновлении отношений. Расстроенный такой новостью, персонаж был готов попасть в аварию на мотоцикле, но столкновение с автомобилем его уберег Веном. Чуть позже герои снова вступили в конфликт друг с другом, но в этот раз он обернулся настоящей дракой. В конечном счете Брок включил сигнализацию, которая заставила смертоносца покинуть хозяина и тут же перейти на прохожего, стоящего под окнами. Вы там совсем? Страх потеряли? Так Веном начал искать себе нового носителя, переключаясь на разных людей. Второй целью после прохожего стала девушка на велосипеде. Какао! Странствуя по городу, Веном забрел на вечеринку, где продолжил поиски подходящего носителя. Истощив случайного парня, он переполз на девушку, с помощью которой и принял участие в тусовке. В итоге Веном остановился на продавщице миссис Чен, а когда Энн Уэйнг его нашла, тот преобразил лицо своей носительницы, затронув только глаза и зубы. Вылезай из нее немедленно! Далее Энн удалось заполучить симбиота себе, и, встретившись с Эдди, она это наглядно продемонстрировала. А после того, как девушка освободила Брока, ей пришлось трансформироваться обратно. Валим отсюда. Пусть сначала извинится. В этот раз передача симбиота от Энн к Эдди обошлась без поцелуя, остались только крепкие объятия. Сойдет. Ой! Наконец-то мы добрались до финальной битвы фильма, в которой сконцентрировалось огромное количество трансформаций. Клетус Кэссиди и Фрэнсис устроили свадьбу в церкви, куда пригласили Венома и Эдди Брока. После прибытия гостей жених обратился в Карнажа, но смертоносец, увидев такого страшного соперника, испугался и спрятался, из-за чего схватка немного задержалась. Ты свалил? Надолго? Я на такой не подписывался. Собравшись силами и договорившись с Броком, Веном все же согласился принять участие в бою. Спасибо. Перед сражением суперзлодейка Виск тоже решила внести свою лепту и активировала громкий крик, тем самым навредив и Желчному, и Кровавому, так что те ненадолго чуть не потеряли носителей. Семейные проблемы? Что уже? Позже, в самый разгар битвы, началась долгая череда трансформаций из-за звенящего колокола, который то и дело оставлял носителей без симбиотов. Спустя некоторое время после каждого удара они вновь обращались в монстров. Но как бы противники ни старались, им приходилось прерываться на рукопашную драку. Отдельного внимания достоин момент, в котором смертельный защитник из формы Венома превратился в Брока не из-за своих уязвимостей, а просто из-за сильного падения. Все-таки персонажу такое не свойственно, что говорит о заметном превосходстве врага.
Затем Карнаж принялся осуществлять свой зловещий план и обрушил обломки на Эдди Брока. У героя уже не оставалось энергии, но на последнем издыхании он все же смог превратиться в Венома. Поднимайся! В результате Желчный поставил точку в этом противостоянии благодаря своей хитрости. Он атаковал Виск, что заставило ее снова громко закричать, в связи с чем оба носителя вернулись к человеческим формам. А во время падения Веном воспользовался телами Дэна и Энн, чтобы в конечном счете поймать Эдди. Чего себе! И в завершении смертоносец выслушал последние слова Клетуса, при этом показав половину лица Брока, прямо как в первом фильме. Мне жаль, Клетус. А крайняя трансформация случилась в сцене после титров. Тут персонажи неожиданно переместились в другую вселенную, и не понимая, что происходит, Эдди переключился на Венома. Он же Человек-паук, он же Паучья угроза. На этом у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, а в комментариях пишите, какие из трансформаций Венома запомнились больше всего. Спасибо за просмотр, всем пока!